Всем привет! Вы на канале Военный обзор, меня зовут Иван Саян. В этом видео я покажу вам комплект ВКПО 3.0 от Триады ТКО, компании, входящей в группы концерна Калашников, если я ничего не путаю. Я был один из первых публичных лиц, который опубликовал информацию о том, что в российскую армию поступят комплекты одежды в мультикаме, как уставной вариант одежды. В это было трудно поверить, многие не поверили. И в то же время у меня могли быть небольшие проблемы из-за того, что я поделился этой эксклюзивной информацией в своем эксклюзивном телеграм-канале слишком рано. Но вроде бы все обошлось, и я могу спокойно вам рассказать и показать, что это такое, как до такой жизни мы дошли, что у нас в российской армии мультикам принят официально. Сейчас я вам расскажу. Поехали! Если говорить вкратце, то в ходе специальной военной операции на территории Украины Министерство обороны получило обратную связь от участников боевых действий по поводу того, что текущее вещевое довольствие не полностью отвечает реалиям спецоперации в Украине. После чего была начата работа над поиском решения этой проблемы. В качестве решения Министерство обороны России направило требования к некоторым производителям военного снаряжения о разработке и производстве новых комплектов ВКПО для участников спецоперации. Среди этих производителей числится компания Триада ТКО. Триада ТКО – это новое название компании Группа 99. Изменения связаны с ростом компетенции, постановкой на снабжение, массовым производством продукции, развитием новых продуктовых направлений. В своей деятельности Триада руководствуется принципами: тактика, компетенция, оснащение. Теперь давайте разбираться, откуда название ВКПО 3.0 и где все это время было ВКПО 2.0. Название ВКПО 3.0 присвоил заказчик в лице специалистов Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. Данный комплект является одним из трех новых вариантов ВКПО, которые имеют свои наименования: ВКПО 2.0, ВКПО 3.0 и ВКПО 4.0. У Триады ТКО номер 3.0. И это не означает поколение формы, это означает порядковый номер производителя. В качестве расцветки новых комплектов был определен камуфляж мультикам. Министр утвердил данное решение. Оно было экстраполировано на все вооруженные силы Российской Федерации. Мультикам выбран как наиболее универсальный, рабочий для многих географических зон камуфляж, в отличие от расцветки МОХ. Также МОХ в ряде ТВД может прямо говорить о государственной причастности пользователя, что не оптимально для вооруженных сил Российской Федерации. Также на мультикам нет ограничений по авторским правам, что сильно упрощает производство изделий в данной расцветке. К тому же требовалось массовое, эффективное и проверенное решение здесь и сейчас. На разработку, испытание и легитимизацию новой расцветки времени не было. Однако, хоть мультикам и был определен как основной камуфляж ВСРФ для формы, по расцветке снаряжения и средств индивидуальной бронезащиты пока все остается по-старому. Грубо говоря, любимые бронежилеты 6Б45 и разгрузки 6Ш117 с подсумками пока остаются в старом пикселе EMR Лето, он же цифра флора. Хоть у меня на данный момент есть всего два комплекта, летний и ВВЗ, но ВКПО 3.0 основана на системе слоев. Полный комплект включает костюм летний, куртка, брюки, рубашка боевая, костюм ветроводозащитный, куртка, брюки, белье нательное флисовое, фуфайка, кальсоны, куртка флисовая, костюм демисезонный, куртка, брюки, костюм утепленный, куртка, брюки, а также аксессуары в виде головных уборов и бафа. Но возникает вопрос, почему нету летнего белья? Дело в том, что заказчик исключил элементы белья первого слоя из состава первоначального комплекта, так как бойцы на передовой уже имеют либо выданное со складов, либо приобретенное за собственные деньги. Также нужно заметить несколько моментов. Во-первых, отдельные элементы ВКПО 3.0 конструктивно схожи с формой от АКБ Гардарика. Возможно, заказчик стремился унифицировать комплекты от разных производителей к единому облику. Так что, вероятно, ВКПО 2.0 и 4.0 тоже будут частично похожи на комплект от Триады ТКО. Во-вторых, форма в данном конструктивном исполнении была утверждена министром в рамках нормы для спецподразделений Министерства обороны, что подразумевало небольшую серию комплектов ВКПО 3.0.
но после расширения заказа для массовой постановки на снабжение изменения не вносились, так как предполагалось ее приоритетное боевое предназначение. Поэтому привычные места для ФИО и петличных эмблем на ВКПО 3.0 не будет. В-третьих, изначально на форме погоны отсутствуют, однако для соответствия текущим регламентам в ношении формы были отдельно изготовлены погоны для летнего и демисезонного костюма, которые при необходимости могут быть выданы военнослужащим для самостоятельной установки. На следующем исполнении формы погоны снова будут. В-четвертых, сама же форма из комплекта ВКПО 3.0 изначально предназначалась для воздушно-десантных войск, морской пехоты и бригад СПН, но впоследствии в состав пользователей включили все вооруженные силы России. Пока новое и старое ВКПО будут производиться и применяться параллельно друг другу, последовательно новое должно заменить старое. Также эта форма будет основной для будущего комплекта экипировки «Легионер». После того, как мы ознакомились с исторической справкой и матчастью, мы можем вскрывать этот пакет. Ну, в принципе, пакет уже вскрыт моими не очень аккуратными лапами. В комплекте ВКПО 3.0 идет несколько комплектов одежды, но у меня пока что, как и у других авторов, которым этот комплект достался, пока что только две позиции. Ну, можно сказать, три. Первое – это костюм летний, куртка, брюки и рубашка боевая. Второе – у нас ветровлагозащитный костюм. И третьим номером у нас фуражка летняя. Да-да, не удивляйтесь! Да-да, не удивляйтесь. Бейсболку тактическую принято называть фуражкой летней. Я не знаю, почему так, но, скорее всего, у верхов сложился такой паттерн, что головной убор нужно называть именно фуражкой и никак иначе. Сейчас мы с вами рассмотрим все это поближе. Начнем с головного убора. Головной убор здесь фуражка. Хотя по факту это обычная тактическая бейсболка. Размер у нее 58, но за счет регулировки можно как бы под любой другой размер головы подогнать. Вот у меня, например, 57, если я не постригся, и 54, если постригся. И как бы нормально себя в нем чувствую. Жесткий козырек. И сама кепка, она шестиклиновая. В центре, на макушке, здесь пришит кусочек велкро квадратный. В вооруженных силах Российской Федерации я не знаю ни одного уставного, так сказать, средства идентификации свой-чужой, который сюда крепится. У американцев и в НАТО сюда крепятся светонакапливающие маячки или ИК-маячки. Пример использования самый банальный. В игре Call of Duty 4 Modern Warfare, там где вы с IC-130 должны были сопровождать группу спецназа, и свои отличались от чужих тем, что у них на голове были вот такие специальные ИК-маячки. Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Есть коммерческие варианты, например, их делает Mordartag. Большой ассортимент, и как раз вот под размер суда. И у корпуса выживания тоже в комплект к их изделиям идут более такие простенькие кошачьи глазки. Ну вот, например, корпус выживания и Mordartag. У Mordartag они бывают цветные. Ну, здесь, наверное, эта деталь также несет с собой чисто техническую нагрузку, потому что, блин, уставных маячков просто нет. Вы такие даже на Авито не найдете. На фронте кепки у нас велкро-панель. Типично для вооруженных сил сюда вешать кокарду типа орех, либо же вышитую кокарду, овальную, либо с листьями, как вот на кепе, которую Шойгу придумал. И здесь основной прикол состоит в том, что на это место очень удобно и эргономично можно приклеить любой шеврон или патч с велкро-интерфейсом. Например, вот военный обзор. Друзья, по-моему, в марте 2022 года отключили монетизацию всем русским авторам на YouTube. Это для многих большая проблема, потому что люди живут за счет монетизации. Я за счет монетизации не жил, но в то же время хочу, чтобы моя аудитория меня поддерживала, в том числе и финансово. Сразу скажу, я не хочу возрождать свой Boosty, Patreon и просить с определенной аудитории деньги за 25 дополнительных минут там какого-нибудь видео. Поэтому я предлагаю вам следующий способ моей поддержки. Я подготовил несколько патчей с эмблемами разных родов войск вооруженных сил Российской Федерации в двух вариантах.
Первый цветной, повседневно-парадный, второй полевой в оливковых цветах и один специальный эксклюзивный патч. Да-да, патч генерала Баркова. Генерал Барков и G12, истинные герои России навеки в наших сердцах. Так вот, ребята, это именно тот вариант, с помощью которого вы можете поддержать меня и канал Военный обзор, купив у меня патчи, пройдя по ссылке в описании этого видео. Проходя по ссылке в описании под видео, вы оказываетесь в группе военного обзора ВКонтакте. Далее вы выбираете товары, показать все, ознакомливаетесь с ассортиментом и, выбрав нужный патч, кликаете по нему и нажимаете кнопку «Написать», после чего отправляете сообщение и ждете ответа. Вот и все, ребятки, продолжаем обзор. Переходим дальше. Куртка. Ну, вообще, в принципе, вот такие изделия принято называть кителем. И пофиг, что это куртка, там, боевая, ой, не знаю, полевая рубашка и так далее. Но я буду называть его кителем, потому что мне так удобно. Хотя по факту это куртка. Значит, здесь интересный такой момент. Вот такой шилдик. На нем мы, как и на кепке, да и на всех как бы изделиях из ВКПО 3.0, можем подписать, заклеймить изделие, что это, мол, наш комплект. По моему ощущению, китель здесь абсолютно такая простая вещь, которая в наличии в комплекте ВКПО 3.0 только для галочки. Потому что иногда есть случаи, когда нам необходимо носить именно китель, а не боевую рубаху или там софтшелл. Значит, китель у нас на односторонней молнии, который идет до солнечного сплетения с ветрозащитной планкой на липучках велкро. Воротник здесь отсутствует, на нем какие-либо посадочные места под штатные знаки различия, то есть эмблемы, ФИО какие-то. Ну, здесь, видите, нету никаких липучек, кроме вот здесь вот на плечах, кстати. Воротник можно поднять и сделать его следующего вида. То есть мы поднимаем его, и для того, чтобы носить его стоечкой, здесь есть специальная пуговка. Вот так это выглядит, когда нам нужно закрыть шею там, во время ветреной погоды или когда мы носим бронежилет с поднятым воротником. Сейчас, в принципе, на улице жарко, поэтому я расправлю. На плечах здесь привычных погон нету. Но вроде бы как в случае, если погоны нужны, то могут дополнительно выдать специально фальшпогоны и погоны, чтобы их уже военнослужащий самостоятельно пришил. Благо, пользоваться ниткой у нас учат, умеют, даже при том, что подворотнички давно отменены. Так, далее у нас есть нарукавный карман плоский, то есть он не объемный, но при этом внутри очень много чего можно уложить. Вот такой вот у него объем, аж до плеча. И еще здесь с внутренней стороны присутствуют вот такие своеобразные стропы. Зачем они нужны, я не знаю, поэтому, если вы знаете, для чего они, или у вас есть хорошая догадка, пишите в комментариях. Поверх обоих карманов у нас нашито две полоски велкро, для того, чтобы размещать здесь шевроны и патчи. Теоретически, наверное, сюда могут влезть патчи по приказу 300, вот эти вот квадратные, там, с орлом и триколором, и с эмблемой там подразделения, в котором вы состоите. Вот, к сожалению, под рукой нет, проверять не буду. Когда я был в поле, я этого не заметил, но сейчас пригляделся и обнаружил. Казалось бы, что здесь нету на локтях усиления, да, его нет. И что нету кармашка под защиту локтей. Однако, приглядевшись, я заметил, что здесь у нас идет строчечка и вот такая вот характерная строчка дополнительно. А это означает, что рукав имеет смысл вывернуть наизнанку. Вывернув рукав наизнанку, мы обнаруживаем здесь легкую ткань, такую же, как на подмышках, и клапан на липучке, в которой можно разместить защиту локтей. К сожалению, защита локтей в комплект к кителю не идет, зато идет в комплект к рубашке. То есть мы можем из рубашки эту защиту вытащить и вставить ее в китель, что позволит нам обрести вот такую вот небольшую защиту. Все, выворачиваем наизнаночку, и что мы видим? У нас есть какая-никакая маленькая
но вполне себе практичная защита локтя. Вот локоть без защиты и вот локоть с защитой установленной. Надо сказать, что форма защитного элемента такая удобная и эргономичная, что позволяет нам удобно и разгибать, и сгибать локоть. При этом он у нас вполне вменяемо так защищен. Но минус в том, что придется выбирать между защитой кителя и защитой боевой рубашки. Манжеты рукавов на липучке можно раскрыть и, возможно, даже нормально так рукав этот закатать. Приятная особенность. Здесь под мышками у нас хлопчатобумажная ткань, ну, такая же, как на торсе боевой рубашки. Специально, чтобы было более комфортно носить, потому что вот здесь вот накапливается подпар больше, чем на остальных частях вот как бы торса. Так, смотрим на грудь. На груди у нас есть два полускошенных кармана. Они абсолютно простые, по объему, мне кажется, даже меньше, чем на обычном армейском ВКПО. На липучке закрываются. Объем небольшой, здесь впритык какой-нибудь военный билет или, не знаю, записную книжечку положить. С другой стороны, такой же карман, но в клапане которого есть прорезь для того, чтобы класть сюда пишущие принадлежности, или даже я слышал, что сюда можно положить рацию Baofeng и вывести вот так вот антенну. Правда, это не совсем удобно, но как бы пускай будет. На внутренней стороне кителя ничего нету, то есть классического такого водонепроницаемого кармашка под документы здесь нет. Китель простой и существует здесь для галочки. И как я предполагаю, да и в принципе очевидно, в летнем комплекте у нас очень сложные дорогие брюки, простой китель и средней сложности боевая рубашка, что как бы вписывается, я так понимаю, в более доступный в более доступный прайс по производству. Все, с кителем мы закончили, давайте переходить к боевой рубашке. Итак, теперь у нас первая, наверное, в истории боевая рубашка, которая будет выдаваться в вооруженные силы не по какой-то там специфической горной норме или еще какой-то, а вот как вот общевойсковой элемент боевой одежды, как китель, как брюки и так далее. Значит, начнем с того, что одинаковое и на рубашке, и на кителе. Здесь такие же плоские, но внутри вместительные карманы с вот этой неизвестного назначения стропой, в этот карман можно уместить и кровоостанавливающий жгут, и 6-дюймовый бандаж типа израильского. Манжеты рукавов здесь такие же, простые, как и на кителе. Ничего здесь умного нету. Но зато вот на локтях у нас есть отдельный клапан на велкро, в который вставлена защита локтевого сустава. Вот сейчас вы видите отдельно взятый фрагмент, на котором я показываю вставку, как мне кажется, из эво, порезанной вот такой вот сложной формой, без лепестков. Надо сказать, ну, вот так вот двигаешь, она удобная, она неплохая. И хорошо, что она есть. В принципе, сюда можно любую другую вставку потом нарезать, неизвестно из чего, даже из кевлара, чтобы там даже проколоть нельзя было, и носить. Так что это большой плюс, что вот на боевой рубашке об этом позаботились. Нюанс, о котором я говорил в своем телеграм-канале, кстати, вот ссылочка на телеграм-канал, сканируйте QR-код, проходите, смотрите. Либо в описании заглядывайте. Нюанс боевой рубашки в том, что у нее перед здесь очень похож на боевую рубашку от Arc'teryx. И вот эта вот планочка, она немного сковывает движение. То есть вот так вот нормально себя чувствуешь. Вот так вот развести руки. Даже при моих не особо больших грудях, комфорта от этого не испытываешь. В то время как на спине от этого элемента отказались. И можно очень даже хорошенько так сводить руки перед собой, когда мы стреляем там из пистолета или вот так вот по-пластунски типа переползаем. Почему-то решили это сохранить. Как бы, когда мы надеваем жилет, мы здесь будем еще... Вот эта часть будет липнуть, потеть сильнее, чем вот эта вот вся. Еще интересно вот эта вот торсовая часть, которая специально облегчена, чтобы носить жилетом. Она здесь не простая, как у разных боевых рубашек типа из двух частей, а здесь их сразу несколько. То есть вот первая часть, вторая часть под мышкой. То есть да, подмышка здесь такая же, как у кителя, высоко до локтя практически доходит. Две части под мышками и одна на спине. В общем, рубашка отлично носится, она хорошо
себя вот проявляет сейчас. Я, правда, сейчас нету возможности с жилетом ее протестить, но она приятная. Чуть не забыл, воротник здесь тоже можно поднять, застегнуть стоечкой вот так вот. В принципе, он не сильно высокий, но там от солнца палящего может неплохо защитить. Если погода очень солнечная и вы не планируете обгореть. Все, вроде бы это все, что можно рассказать про боевую рубашку. Переходим к брюкам. Штаны. И вот мы переместились к самой, наверное, дорогой части летнего комплекта, самой интересной в то же время. Это не какие-то полевые брюки, типа там БДУ или еще что-то, а именно полноценные боевые брюки со всеми причитающимися им особенностями. Давайте-ка начнем осмотр сверху вниз. На них очень много интересных решений. Сразу скажу, это не Gen 3, не Gen 4. Это вообще какая-то отдельно взятая тема. И говорят, что типа на Arc'teryx похоже. Arc'teryx я не носил, поэтому как бы отсылаться и вспоминать, что там было, я особо не буду. Прежде всего, брюки у нас застегиваются на молнию и липучку велкро. Есть несколько петель для установки поясного ремня. Ремень здесь, по-моему, 30-миллиметровый или 40-миллиметровый, где-то так. Причем брюки можно носить даже без ремня за счет поясной регулировки, такой вот подрезиненной. С двух сторон затянули, прилепили, и все. И брюки очень качественно обхватывают наши бедра. Но я предпочитаю все-таки пользоваться ремнем поясным, поэтому я их расслаблю. Здесь у нас есть петли, в которые можно продеть D-образное кольцо, карабин или какой-нибудь гримлок. И потом сверху вешать перчатки, активную защиту ушей и так далее. Карманы у нас здесь не косые, а практически прямые. То есть под прямым вот таким вот углом мы можем залезть и достать опа-на патч. Внутри карманы имеют сетку. На мой взгляд, это абсолютно мертвая затея, потому что мы сюда можем положить ключи, инструменты. И вот эта сетка, она после нескольких таких вот, ну, на 5-й раз это не произойдет, но я думаю, после 100 таких циклов сетке придет конец. А вентиляции как таковой она вот, ну, лично у меня не дает, потому что брюки идут чуть-чуть в обтяжечку. На попе у нас карманов, как на Gen 3, нету, потому что карманы эти, в принципе, были довольно бестолковые, и зачем на них тратить материал? Зато сохранена вот эта вот эластичная часть, которая позволяет нам иметь большую гибкость, большее удобство при работе в согнутом состоянии. Также она вроде бы как помогает выводить испарение от тела. Насколько это правда, я пока что не знаю. Еще здесь в карманах у нас нашит кусочек ткани, чтобы сюда цеплять клипсу нашего мультитула или еще какого-нибудь устройства. Вот на соседнем кармане я повесил рекордер от петличного микрофончика, и он здесь очень хорошо, так аутентично, круто уместился. Здесь у нас классические накладные карманы, как у Gen 3, с дополнительным объемом. То есть вот кулак кладу сюда, и там еще все равно остается немножечко места. Здесь регулировки колена по высоте нету, потому что регулировка колена производится с изнаночной стороны. Как я уже сказал, по сути, регулировка колена, как на Gen 2, 3 или 4, здесь отсутствует в принципе. Здесь совсем иная ситуация. Значит, здесь у нас нет никаких канатиков. Мы должны вывернуть все это дело наизнанку. Вот, мы выворачиваем наизнанку. Здесь у нас эластичная ткань. И такой вот клапан с длинной велкрой. То есть мы здесь высоту колена регулируем, по сути, ну, вот этой вот частью. Хотя смысла в этом я не вижу, потому что если наколенник опустится ниже, он просто будет гулять вверх-вниз. Но, возможно, эластичная ткань как-то вот будет формировать вот такие вот кармашки, из которых он, ну, не будет вылезать. Ну, в общем, это реализовано так. И внутрь вставляются вот такие вот наколенники. В принципе, носить эти брюки можно и без них, но тогда плюхаться на камни в них будет не так приятно, как с наполнением непосредственно.
Основной плюс вот этих кармашков в том, что они в доступе практически всегда у нас. То есть мы можем, вот, ой, опять патч достал. То есть мы можем из этих кармашков всегда все достать вот и стоя, и сидя, когда мы находимся в транспорте. Ну и даже лежа, наверное, там немножечко отклонившись на бок. Далее, большие грузовые карманы на бедрах. Они немножечко скошены, это удобно, чтобы залезать в них. Они закрываются на большую липучку велкро и имеют 2 дополнительных канадских пуговицы. То есть вот как здесь. То есть когда у нас застегнуты на канадские пуговицы этот карман, то вход у нас здесь сужен. И специально для того, чтобы у нас, наверное, ничего здесь не вываливалось. Внутри набедренного кармана у нас есть внезапно велкро интерфейс. Предполагается, что сюда можно будет наклеивать какие-то дополнительные модули, турникеты или еще что-то. То есть специально, чтобы была более продвинутая организация внутреннего пространства кармана. Карман, опять же таки повторюсь, объемный, то есть в него можно много чего положить, и это много чего будет себя нормально внутри чувствовать. В то же время мы вот так вот его пристукиваем, и он уже не такой объемный. Самая интересная часть — это колено, защита колена. Здесь она реализована не как у Gen 3, когда мы можем менять колени, ставить разные, можем вообще не ставить, а вот один определенный утвержденный вариант. Лично я считаю, что сменные колени гораздо лучше, потому что они ломаются, они протираются, они лопаются и так далее. Здесь же, если произойдет там какая-то неприятная ситуация, то нам придется их зашивать, либо менять штаны вовсе. Из интересного здесь следующее. По колену здесь вертикально идет такая вот накладка из 40-миллиметровой, как мне кажется, ременной ленты усиленной. То есть это тот же материал, что на молле. То есть он довольно длинный и призван как раз увеличить срок эксплуатации, потому что вот такой материал жестче, чем рипстоп. По бокам у нас здесь эластичная вставка, то есть чтобы она тянулась, когда мы сгинаем колено. И плюс сверху прямоугольная такая же вставка эластичная, чтобы колено тянулось, когда мы на него садимся. Интересная часть нас ждет сзади. То есть колено, посадка коленной защиты колена у нас осуществляется с помощью аж 4 вот таких вот пад. То есть на верхней части, на бедре и на икре, так сказать. И это классно. То есть когда мы сгинаем колено, у нас здесь под суставом ничего практически нет, и ничего не мешает нам садиться, бежать, сгибать ноги. В общем, активность сковывается минимально при таком вот решении. При этом можем все это дело расправить. Вот. Все будет вот так вот. У меня знатно припотела коленка к изнаночной части, но это происходит, в принципе, на всех брюках. А вот когда ты отлепляешь все это дело и вот так вот делаешь, прям манна небесная, как будто бы вентилятор включился. Внутри этой защиты колена установлена вставка из такого же материала, как на локтях. Как она выглядит, вы видите прямо сейчас. Тоже она такой вот в форме цифры 8. Она очень хорошо сгибается, разгибается и, в принципе, интересная. При желании наверняка сюда можно вставить любые другие наколенники там от сторонних производителей, если вдруг Evo вам не нравится или еще что-то. Наверное, даже Gen 3 можно вставить в чехол, который там внутри. Здесь у нас кармашек. Изначально он появился вроде бы на форме UCP, ACU американской армии, и предназначался он для того, чтобы носить там специальную медицину. То ли Z-тампонаду, то ли 4-дюймовый бандаж. Таким же наполнением можно использовать этот карман и сейчас. Но в основном, как мне объяснили, его прикол в том, что когда мы занимаемся техникой в приседе, мы сюда можем сложить какой-то мелкий инструмент, либо банально салфетки, чтобы их достать, протереть руки и пойти заниматься чем-то еще, кроме техники. Либо же самый такой вот банальное, но не самое очевидное применение. То есть мы пошли в туалет, приспустили штаны. И когда мы свои дела закончили, хлоп, мы здесь открываем карман, достаем салфетки, приводим себя в порядок и идем дальше.
То есть удобное место для туалетной бумаги, которое абсолютно незамысловато и всегда будет с тобой. Еще часто всякие там, любители покурить и страйкболисты кладут сюда, сигарету с зажигалкой. То есть ты открыл, на картах покурил, сигарету выкинул, пачку с зажигалкой положил обратно и пошел дальше. Вот, это тоже один из вариантов применения. Далее, элемент самый спорный для меня в этих брюках, это то, как реализовано конец этих брюк. Есть внешний слой, есть внутренний. На внешнем у нас с двух сторон есть вот такие люверсы. Они здесь нужны, как я предположу, для того, чтобы сделать эрзац гамаши. То есть сюда вплетается шнурок, может быть даже металлическая леска или резинка. Протягивается с двух сторон, и получается, что штаны у нас будут вот так вот притянуты к ботинку. На мой взгляд, эта идея довольно глупая, потому что штаны, в отличие от гамаш, они не водостойкие, они от росы, там, воды или еще чего-то не защитят. Поэтому вот этот элемент абсолютно какой-то глупый. Лучше было бы сделать здесь вот такую вот пату, как на Gen 3. И далее второй слой брюк. На втором слое брюк у нас здесь есть вот такая вот утяжечка. То есть эти брюки вообще не предполагают такого варианта, что мы будем заправлять их в ботинки, как это часто делается там в вооруженных силах. Ну, заправить можно, но вот эта вот часть будет очень сильно нас беспокоить, нервировать, давить, передавливать. Но в то же время она сделана здесь так, чтобы типа вот такую защиту там от клещей и прочей нечисти нам обеспечить. Плюс, чтобы не забивалась пыль. Подобное решение встречается на всяких костюмах горка. Там горка 3, горка 4, там федерала, нарак и так далее. Вы знаете их. Вот. Ну, еще здесь, наверное, как бы некий такой референс от морской пехоты, когда морпехи вешают сюда такой луз-бенд, о котором я уже рассказывал, чтобы брюки как бы на месте находились, ни вверх, ни вниз не шатались. Если кому интересно, это ботинки Tactic Faraday. Такие ботинки по плану уже поставляются в вооруженные силы. И, я до сих пор про них не записал обзор. Но если обзор появился, то вы увидите подсказку в углу экрана, чтобы пройти по ней и посмотреть обзор на эти шикарные ботинки, которые я ношу, не снимаю уже 2 года. И еще одна фишка, и очень важная для боевых брюк. Очень важно, чтобы ты мог в них шагать и даже, возможно, если придется, сесть на шпагат. И это здесь реализовано тем, что аналогичный эластичный материал, который есть на коленях и на пояснице, также есть у нас в паховой зоне. Вот так вот сажусь специально, чтобы вы могли ее разглядеть. И, если бы я мог сесть на шпагат, я бы вам продемонстрировал, насколько эта вещь полезна. А так в обычных брюках, вот когда стараешься выполнить такой же элемент эквилибристики, акробатики, то ты рискуешь тем, что порежешь, короче говоря, яйца, извините за выражение. А никто не хочет во время специальной операции, порезать себе яйца. Так, на этом обзор летнего комплекта у нас закончен. Переходим к ВВЗ. Следующий у нас то, что в простонародье называется ВВЗ. Это своего рода дождевик, если упрощать очень сильно. Он отдельно не носится, он носится поверх основного комплекта одежды, летнего или даже, может быть, демисезонного. Мы, кстати, его еще помочим в луже и посмотрим, как он пропускает, не пропускает. Начнем, пожалуй, с брюк. В эти брюки можно залезть, даже если мы обуты. Как это происходит? Мы находим внизу молнию, расстегиваем ее, расстегиваем пуговицу. То же самое делаем на другой штанине. Дальше мы прямо в обуви запрыгиваем внутрь. Итак, у нас получается вот такие вот практически ковбойские штаны, которые мы просто обратно застегиваем.
И закрываем на пуговку. На кнопочку, извиняюсь. Вот так вот выглядят брюки от комплекта ВВЗ. Следующим пунктом мы на себя напялим уже курточку. Куртка так же, как и брюки, носится поверх основного слоя одежды. Тут никакой технологии в том, как это напяливать, нету. В том случае, если нам нужен доступ до основных карман, мы вот так вот расстегиваем брючину и залезаем в основные карманы. И достаем из них все то, что нам будет необходимо. Например, патчи. На самой куртке, казалось бы, тоже есть кармашки. Вот они. Но это фейковые кармашки, специально, чтобы мы имели доступ до слоя одежды, который находится под этой курткой. И расстегиваются эти молнии снизу вверх, застегиваются сверху вниз, как на бушлате ВКПО. Также у нас здесь накладные карманы настоящие, то есть в них реально можно что-то положить. Например, вот так вот. Капюшон у нас довольно объемный. Теоретически, наверное, его можно даже поверх каски напялить. Вот. Он регулируется у нас по овалу лица и на затылке. Признаюсь честно, наверное, я с размером немножечко промазал, либо комплект реально сильно сковывает движение. Но в то же время, что важнее, промокнуть до нитки или быть менее свободным в своих активностях? На куртке ничего здесь интересного нету, ничего сюда в нее не положишь. Ну, понятное дело, что она нужна, чтобы мы не промокли. И сейчас мы, кстати, проверим, как она мокнет, как она не мокнет. Ну и грязь тут. Собственно говоря, чуть не забыл сказать, что на штанах этих тоже, как и на летних брюках, есть люверсы, чтобы сделать из них эрзац-гамаши. И надо сказать, я вот здесь вот прошелся, и уже как бы у меня ноги промокли, поэтому затея с гамашами абсолютно здесь бредовая. Вот, и зазря ее реализовывали. Основная затея, зачем я сюда пришел, это набрать, получается, воды в капюшон этой куртки. Хотя у меня даже черпака нету, поэтому я, наверное, просто буду мочить. Сейчас выберу, какую часть этого костюма я буду мочить в воде, и посмотрим, как много воды проникнет внутрь. Делайте ваши ставки. Я лично считаю, что материал здесь, в принципе, справится с этой задачей. Так, ну вот давайте сейчас вот попробуем сюда воды накидать. Но она стекает, у нее вообще никакого шанса здесь задержаться нету. Разве что вот на велкро она остается. Ну, понятное дело, почему? Потому что это крючки. И никакой гидрофобностью они не обладают. А вот остальной материал... Казалось бы, простая задача. Ну, не такая уж она и простая. Так, сделал что-то типа небольшой вороночки. Так. Ну да, здесь набралась такая вот получаша небольшая. Ты ее сжимаешь, вода просто выливается всеми возможными путями и даже не мокнет. Жалко, как бы в небе не облачко, дождя не предвидится, чтобы ее протестить, но в принципе вот этот вот тест, такой вот коленочно-кустарный, его в принципе достаточно.
Ну да, все на изнанке у нас сухо. Вот эта вот изнаночная сторона, она такая, как будто бы сетчатая, под ней еще один слой. Все слои проклеены, точнее все швы проклеены, такие. Непростая структура, как у обычной одежды, ну оно понятно. А вот изнаночный слой. Давайте его затылок, получается, немножечко замочим. И хлоп, только капельки остались, которые можно стряхнуть. И, в принципе, вот этой штукой можно даже воду черпать. То есть вот вы видите. Вот, а изнаночная сторона у нас, она гидрофобностью не отличается. То есть мы ее макаем, и все, она, видите, она блестит. И на то, чтобы она высохла, чтобы вода вышла, ну, понадобится немного времени. Не скажу, что потребуется много, но как бы предостерегаю вас от того, чтобы носить вот эту накидку наизнанку. Подводя итог, лично на меня данный комплект в том виде, что я его получил, производит положительное впечатление, но есть и минусы. Смотрите, что объединяет всех этих людей. Верно, все они носят мультикам или его вариации. После первых новостей об официальном принятии мультикама общественность сполошилась, мол, одно дело точечно применять расцветку противника, но масштабный переход на нее создаст много проблем, начиная пресловутым Friendly Fire, заканчивая имиджем вооруженных сил России, что в очередной раз якобы сами ничего своего не имеют. Тут, конечно, можно расстроиться и приуныть, но с другой стороны, этот камуфляж и так широко применяется россиянами. Вагнер и Пригожин носят мультикам, отдельно взятые бойцы и целые подразделения носят мультикам. Даже генерал Лапин почти с самого начала конфликта гоняет мультиками. И вроде ничего. Вспоминается интересный случай, о котором рассказывал автор канала «Прямой выстрел», когда он был жив. Дело было в Широкино. Боец Свомпи из их подразделения оторвался от своих и в какой-то момент понял, что находится в кольце врагов. Но они были одеты в мультикам, как и он сам. Он не придумал ничего лучше, кроме как быстро распихать по карманам свои знаки различия и фактически затесаться среди врагов. Походив среди них почти целый день, он подобрал удачный момент и быстро удрал к своим, поведав эту историю о том, как мультикам спас ему жизнь. Но могут быть и более трагичные сценарии применения оппонентами одинаковой расцветки. Представить такой случай очень легко. И еще я в этом вижу небольшую конспирологию. Вот сейчас представьте себе, что я надел на себя шапочку из фольги и толкую следующую теорию. Вооруженные силы Соединенных Штатов, страны НАТО, все они имеют мультикам, либо версии камуфляжей, основанные на нем. Например, британский МТП, немецкий мультитарн. И тут их самый главный оппонент на международной политической арене одевает мультикам. И что им надо делать? Они такие, блин, вот отстой. Они тоже любят чимпокамонов. Теперь чимпокамоны не клевые. Да, это референс к Южному парку. Вот, они видят, что их противник одел ту же самую расцветку, что и они. И им теперь нужно выделить огромные средства или средства из своих бюджетов на то, чтобы переодеть армию в новые камуфляжные цвета. А Россия так и будет мультиками. Так-то удар по их экономике, Китай, партия, ой, извиняюсь. Таким образом, мы имеем удобную современную боевую форму, но неоднозначное решение по камуфляжу. Тактикульщики ликуют, ветераны справедливо негодуют. Лично я считаю, что изготовить даже большое количество комплектов боевой формы для фронтовиков в таком варианте является временным решением, ведь впереди нас ждет новый комплект экипировки «Легионер», в котором, как я предполагаю, мы увидим не только новое общевойсковое снаряжение и средства индивидуальной бронезащиты, но и новый отечественный камуфляж, разработанный на основе опыта в текущем конфликте. Надеюсь, мой обзор был вам полезен и ответил на многие вопросы по теме ВКПО 3.0. Будем смотреть, как эта тема будет развиваться дальше. Может быть, повезет сделать обзор на ВКПО 2.0 и 4.0, о которых пока информации крайне мало.
Искренне благодарю вас за просмотр и прошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Вы были на канале Военный обзор, меня зовут Иван Савин, и это был обзор на летний комплект ИВВЗ из ВКПО 3.0 отряда ТКО. До скорых встреч, пока. Все.